Іноді ми не розуміємо інших, тому що складно, тому що чогось боїмося. Що? Перепитуємо один одного. Навряд чи можна всіх зрозуміти повністю. Але завжди добре, коли є готовність знайти спільну мову. І насправді в нас на Сході є ця відкритість і бажання порозумітися теж. Здравствуйте, а можно задать вам один вопрос, очень коротенький? Пожалуйста, не? Здравствуйте, можно задать вам коротенький вопрос? Мы снимаем фильм. Да. Да, скажите, на скольких языках вы можете сказать спасибо? Спасибо, дякую, thank you, danke. Дзенькую, Мадлоб на грузинском. не знаю. Это по-гречески, в Харисто. Скажите, пожалуйста, а на скольких языках вы можете сказать спасибо? Спасибо, что именно? Якутский. Большое спасибо. Улахан Багыба. Ну, Грация на, по-моему, да? Грация на итальянском. А на скольких языках вы можете сказать спасибо? На русском. На українському як? Дякую. Дякую. Гудбай по-німецьки. По-французски давай, да? Ну. Не помню. Thank you. Merci. Bonjour. О. Самолет был на месте храма раньше. Нет, настоящие самолеты, там были игровые автоматы для детей. Вот. А потом самолет исчез, а храм чпок появился. Да, храм возник. Да. Ну, а какие события были в этом? Ну, как бы это место по-прежнему экосквер называется? Или Ну, да, да, экосквер? Какие тут ивенты были на этой сцене? То есть какие скверные вечера уже тут были проведены? Ну, в общем, на самом деле проект «Скверный вечер» — это такой очень стихийный проект, да, потому что он привязан к времени года. Но мы говорили про разные темы, то есть мы как бы пытались... То есть задача «Скверного вечера» была нащупать, а какие темы вообще в Северодонецке заходят. То есть как бы, что людям интересно. Вот. И что? Ну, вот мы... Тема вакцинации. Тема такая, про которую люди готовы строить какой-то диалог, да? 3D-принтеры приехали наши там, друзья из Харькова, короче, из Web Manufacturing. Привезли 3D-принтеры, показали, как они работают. То есть какая-то коммуникация, ну, началась, да, то есть они как-то вот, ну, то есть я раньше этих людей вообще не видела. У нас тут образовательные лектории, и мы проводим разные образовательные лекции. И мы подумали, что вот 4 лекции, после которых мы можем просто собирать манатки и уезжать из Северодонецка, это будут тюрьмы, это будет наркофобия, это будет ЛГБТ, и это будет антивоенная лекция. Ну, это шутка, конечно, типа никуда мы не уедем, вот, но... Ну, люди не готовы к обсуждению каких-то тем. Я не буду называть их сложными или простыми, да, на самом деле, как бы все темы, если в них начинаете глубоко копаться, да, такие общественные проблемы остросоциальные, они все сложные, вот. Но здесь пока, не знаю, не до этого, вот. Идем мы с Ваней по центральному проспекту города Северодонецка. Смотрим, машины что-то начинают тормозить на трассе, и не понимаем, что происходит. Заглядываем за машину, и ползет еж, значит, на 2 передних лапах. Тащит за собой 2 задние. Тогда еще было 2 задние, теперь 1. Все. О. Мы друг друга поняли или не поняли? Есть у нас культурный диалог? А нам, значит, ну, мы там вели, ну, там, писали в Facebook, короче, там, что происходит с ежом, потому что для северодончан это стало какой-то прям культовой историей, видимо. Нам, там, мне писали журналисты, давайте мы снимем историю про этого ежа, типа, как Северодонецк спас ежа.
Не, людям хочется каких-то вот таких, знаешь, историй позитивных, историй успеха, как вот реально там, типа, весь город собрался и сделал что-то такое важное, простое и понятное. Для того, щоб зробити щось зрозуміле для всіх, треба знати якомога більше про кожного і кожного. Аня приїхала з Угорщини до Маріуполя писати наукову роботу про зміни в місті. The best if we have internet, there is a karaoke version on YouTube. Just Oh. to put the background. This is just a rehearsal. Тут это культура промышленных города. И тут я вижу, во-первых, есть современная культура, это один вещь, и второй, есть оригинальный, аутентичный рабочая культура. Рабочая культура. Да. Скажи, а какие у тебя самые любимые культурные явления на востоке Украины? Ты можешь назвать какие-то культурные явления? Я очень люблю два вещи. Один связанный с современной культурой – это дрейф и фланеринг. Ты имеешь в виду как бы люди, которые ходят по каким-то интересным местам и просто наблюдают за жизнью в этих местах? Да. Да. Вторая вещь для меня – это музей завода. Есть очень много музеев. В Мариуполе есть... Заводских музеев. Да, музей Ильича и музей Азовсталь. И тоже я видела в Лисичанск музей Азотзавод. И это тоже уникальный. Я старалась понимать, почему эти институции существуют, что они хотят представлять. Сегодня в Мариуполь празднуют День металлургов, и ты собираешься посетить празднование Дня металлургов? Да, я собираюсь. Вот. Что тебя будет интересовать на этом праздновании? Впервые я хочу посмотреть, как рабочие празднуют этот праздник. Второй, я только хочу пообщаться и принять 100 грамм как традиция День металлургов. Да. Ты искал меня всюду, я бывала бегу ото всех твоих взглядов коня, а теперь тебя нет почему-то. Для знайдення спільної мови з іншими треба добре знати себе, своє оточення, свої особливості. Наша колежанка Юлія розказує, що вона знає про маріупольців. Как меняет море мариупольцев? Какие мы благодаря морю? Мы более открытые, мы более веселые, мы более крепкие. Мы, когда приходим на пляж, мы не сразу идем купаться, потому что мы знаем, что море от нас никуда не уйдет. Нет, мы посидим на бережку, посмотрим вдаль. Оно делает из нас философов в каком-то смысле. А Мариуполь Да. заводской? Тот, кто прожил долгое время в Мариуполе, нашел здесь себя, нашел здесь себе работу, и не одну работу, и, может быть, даже творческую работу, как это ни странно, в нашем индустриальном городе, тот, наверное, выживет в любом городе мира. И
просто возле моря или просто где-нибудь в открытом месте недалеко от моря, то... А что ты найдешь в степи? Да нифига. Нифига, кроме пыльной травы, нифига, кроме засохших растений и полной свободы. Ну вот есть Мариуполь морской, есть Мариуполь заводской, есть степной. Еще какой-то есть Мариуполь? Какие-то еще компоненты в культуре? Мариуполь для меня это прежде всего его люди. Мариуполь человеческий. Это дается за счет того, як це, сполучення індустріального, стихийного, если говорить о море. И то есть такая вот свобода вперемешку с посменной работой. Я понимаю, что у нас очень много людей с разными мнениями. Это если касаться военного конфликта и того, что было в 2014 году. Нам нужно уметь договариваться для того, чтобы жить в едином пространстве мирно и гармонично. Вот где ты видишь вот эти вот точки, где все мариупольцы могут максимально объединиться? Музыка, например. Милый городок, городок у моря, бедненький ты мой, климат тут суровый. Абрм. Ну вот примерно. Вот это вот то, что то, что есть. Вот и степь, и вот эти вот всякие железнодорожные перегоны, и какие-то вот и люди, идущие с рынка, опять же, потому что очень, очень важно смотреть на людей, которые идут с с керамического рынка. Они все разные. Это частью студенты, которые учатся в техникуме железнодорожном. Это если я по своему району смотрю. Вот это бабушки с сумками, это собаки. И вот они все немножко такие, есть такое слово интересное, притрушенные. Такой жаргон славянский, притрушенные. Вот это вот жара, вот эта пыль, на них немножко вот они немножко так притрушенно идут. Вот это вот. Мне нужны были обычные такие круглые, такие как тарелки, только для цветов. Вот. Я обыскал весь рынок, потом нашел их в одном месте, но обсмотрел такой, праздник жизни перед глазами у меня был. Вот что, я бы сказал, что это какая-то особая даже субкультура, вот эта славянская керамика. Вот. Ну и есть даже такие стилевые маркеры этой славянской керамики, как румянец на щеках казака. Вот, или румянец на щеках вот этой керамической тети. Вот. Глаза улитки.
Ну, такие моменты. Ты видишь, и ты понимаешь, это славянск. Русалка, вот попрошайка. Свинья. Все хотят дешево, а нужны не получается дешево. Вот фламинго. А сколько такой фламинго стоит? 220. Мой город погибает, шансов на спасение почти не осталось. Но пытаюсь я его принять как есть и понимаю, что изменить его не в силах. Я не всемогущий, счастливый случай может мне помочь, но невезучий. Не буду ждать лучше, за работу возьмусь поскорее. Буду делать все, что я могу, все, что умею. Трошки замальовано, кооператив, воно з 19 століття. Да? А скажи, а що це означає? Тобто, Це 3 брати були, Дзивульський і 2 брати Лянги, здається, якщо не помиляюсь. От. І вони тут відкрили наприкінці 19 століття оцей кооператив, цю фабрику, де вони робили кахлі, потім цеглу і на весь світ продавали, там в Брюсселі нагороди отримували. будинок. Ну, я просто розумію, що ти зараз можеш бути перекладачем. Ну, щоб я порозмовляв з цим будинком. Українською на українською. Да, ти можеш перекласти щось про цей будинок. Ну, тобто я кажу, наприклад, там будинок. А ти знаєш, ми на базарі насправді у людей питали, скількома мовами вони можуть сказати спасіба. І як успіхи? А в Слов'янську просто все надзвичайно. Чесно кажучи, ми навіть познайомилися з жіночкою, котра нам якутською мовою сказала спасіба. Ну, це така, от що мова цікаві ці, ну, що не мені тобі розповідати. Чим цікаві ці донбаські міста? Тут що місцевого населення як такого немає. Всі звідкись приїхали. Тобто тут такого, щоб в другому-третьому поколінні слов'янців таких мало. Тобто у нас здебільшого тут кого тільки немає. От, десь колись я читав, що чи 29 у нас тут національностей живе. Ну я думаю, що більше. От, і якісь такі спільноти формуються і все інше. Так що, якби гарно пошукати, може там би і 30 мов би можна було. Дякую сказати. Це... Скажи, це можна вважати таким собі варіантом Америки, таким собі melting pot, да, це називається англійською мовою? Так, такий плавильний казан. Ну так Юст же ж те й хотів робити. Він же ж бачив тут такі перспективи, як в Америці. Тобто можна було з нуля зробити за годину стати королем просто. Тому що тут в території працьовиті люди і роби, що хочеш звідси. Це така, це такий проєкт, який не справдився, один з. Проекти, котрі не справдилися, не можуть нам заважати здійснювати нові успішні проекти. Помилки показують нам нові шляхи розв'язання проблем, і знання історії має допомагати нам робити правильніший вибір. И тут я даже, когда переехал, увидел, что есть граффити. Знаешь, там типа пишут респекты кому-то. Ну, типа, своим кентам. Ну, типа, нарисовал кусок, подписал его, там, не знаю, а там пишешь, что типа, респект там таким-то, таким-то, типа, друзьям, которых нет с нами сейчас. И ты находил, когда уже сюда переехал, ну, то есть вынужден был переехать, и ты находил какие-то обращения к себе, как граффитчику? Да, я удивился. Еще, да. Просто я пришел в ультратусовку через музыку, и просто у нас был в один момент, знаешь, тренд на хардкор-панк, когда он ворвался в нашу жизнь вместе с духом протеста, и это тоже отобразилось как бы в творчестве. Вообще я тебе скажу, что в Луганске такая очень тесная была
неформальная культура, что, допустим, на мероприятия, на которых мы рисовали граффити, будучи еще там школьниками, студентами первых курсов, приходили какие-то рок-музыканты, там, которые могли там уже быть с бородами, и это все воспринималось как часть какой-то неформальной культуры. Но знаешь, вот я к чему веду, вообще вот интересно, что у нас такой разговор получился в контексте современной культуры Донбасса, потому что я чувствую, что нужны какие-то практики из 90-х, знаешь, в этом регионе, которые бы опять немножко его разгерметизировали. Грубо говоря, когда 90-е пришли в мой город, это был сразу синтез всех культур, про которые можно было хоть где-то прочитать или услышать. Там, допустим, на одном мероприятии были ребята, которые танцуют, которые рисуют, которые читают рэп, играют в баскетбол. Короче говоря, дикая смесь. И это все было на таком уровне, ну, когда, допустим, очень народном, очень понятном для людей, которые, допустим, могут просто увидеть и заинтересоваться. Что подпитывает, вот что как бы заставляет сейчас как-то нашу культуру развиваться и там, нас куда-то идти? Что это вообще? Ну, наверное, те процессы, в которые сейчас активно вовлечен этот регион. И эти процессы? Связаны с военным конфликтом. То есть конфликты подпитывают культуру? Ну да, можно так сказать. Ну, Конфликты, их последствия. Для меня культура — это все, что люди думают про то, что они делают. А для тебя? Ну, скорее, это сфера, какое-то пространство, которое рождается при взаимодействии людей. Например, даже двух. Ну, в общем, я приехал в Северодонецк несколько лет назад, и тут как раз начались какие-то процессы, ну, связанные, например, с какими-то культурными реформами вообще украинскими. А здесь это город, ну и вообще регион, он достаточно, в общем, получил какой-то травматичный опыт в 2014, ну и, может, продолжает его как-то там переживать. И это выглядит похоже на какое-то поле экспериментов. И вот когда я в него попал, я тоже стал себя чувствовать каким-то участником эксперимента. То есть я как раз за то, чтобы залечить раны, потому что чувствую, что мне самому нужно как-то залечить раны. А то, что, например, происходит в каком-то более официальном культурном поле, оно скорее, ну, так, немножко посыпает их солью, можно сказать, в каком-то смысле. Ну или просто игнорирует некоторые вопросы, которые там куда-то далеко как бы запихиваются подальше, а потом могут снова когда-нибудь обнажиться. А какие эти вопросы, которые игнорируются вот этим таким обобщенным культурным процессом? Это, опять же, русскоязычная культура, потом советское прошлое или постсоветское настоящее, которое, опять же, тесно перекликается с темой индустриального прошлого и постиндустриального настоящего. Как сделать так, чтобы это все работало в режиме диалога, а не в режиме какого-то навязывания, и чтобы, вот как ты сказал, чтобы вместо проговаривания мы не сыпали соль на эти раны? Ну, мне кажется, что, как бы так сказать, нужно перешагнуть через собственное желание отомстить. Допустим, убрать оппонента из какого-то поля диалога — это вовсе не решение вопроса. Становлення Сходу України як регіону з особливими рисами тісно пов'язано з багатокультурністю і проблемами, котрі виникали через невизнання важливості взаємодії між різними культурами. Травматичний історичний досвід підказує, що вміти розуміти інших має більшу цінність, аніж бути завжди своїм серед своїх. Наш східноукраїнський діалог свідчить про те, що ми можемо бути разом лише якщо чуємо інших серед нас.